Представь, что ты опускаешься в воду. Не в ту воду, что знаешь ты. В воду, которой не существует уже 250 миллиарда лет. Сначала солнечный свет. Теплый, зеленый, обманчиво спокойный. Ты видишь дно, песок, колышущиеся тени. Но чем глубже ты уходишь, тем меньше остается света. И тем больше теней, что движутся рядом. Что-то большое только что прошло у тебя за спиной. Ты не успел разглядеть. Это океан, в котором еще нет ни единого динозавра. Ни одной чайки над волнами. Ни одной рыбы, которую ты смог бы назвать по имени. Здесь правят существа настолько чужие, что рядом с ними белая акула показалась бы милой зверушкой. Мы привыкли бояться того, что вымерло вместе с динозаврами. Но настоящие кошмары жили в воде задолго до них, сотни миллионов лет назад. И чем глубже мы будем спускаться в это забытое прошлое, тем страшнее оно будет становиться. А на самом дне нашей истории нас ждет не чудовище. Нас ждет нечто куда хуже. Океан, который сам превратился в яд и убил почти все живое на планете. Это забытые эпохи. И сегодня мы погружаемся в самый страшный океан в истории Земли. Спуск будет долгим, с каждой эпохой глубже и темнее. Готов? Тогда задержи дыхание. 518 миллионов лет назад. Это так далеко, что цифра почти теряет смысл. Суша мертва и гола. На ней нет ни травинки, ни единого живого существа. Вся жизнь планеты здесь, в теплом мелком море. И это море полно существ, каких ты не увидишь больше нигде и никогда. Тут плавает апобиния, нечто с 5 глазами на голове и длинным хоботом, как у крошечного слона. По дну ползет галлюцигения, ходячая загадка на шипах, которую ученые сначала вообще собрали вверх ногами. Этот мир похож на чужую планету, но даже у чужой планеты есть свой хозяин. И вот в этом море впервые в истории Земли происходит то, что изменит все. Одно существо начинает охотиться на другое. До этого момента жизнь была почти мирной. Микробы, водоросли, простые мягкие тела, что просто фильтровали воду. Никто никого не ел. А потом появился он. Аномалакарис. Странная креветка, как растерянно назвали его ученые, поначалу не поняв, что вообще перед ними держит. Существо длиной с твою руку, а самые крупные заметно больше. У него огромные сложные глаза на стебельках, одни из первых настоящих глаз в истории жизни, и в каждом 1000 линз. Гибкое сегментированное тело, по бокам которого волнами пробегают плавники лопасти, а спереди 2 изогнутые хватательные руки, усеянные шипами, и круглый рот, сжимающийся кольцом, как диафрагма фотоаппарата. Для крошечных обитателей Кембрийского моря это был конец света. Трилобиты, что ползали по дну в своей броне, впервые встретили того, кто видит их издалека, кто плывет быстрее, кто хватает и не отпускает. Аномалакарис был первым в истории планеты настоящим хищником-гигантом, не самым страшным из тех, кого мы встретим сегодня. Но именно с него началась гонка вооружений длиной в 500 миллиарда лет. Гонка, в которой проигравшие становились обедом, а победители – чудовищами. Мы только начали спуск, а страх уже родился. Спускаемся глубже. Проходит 60 миллионов лет. Наступает ордовикский период. И в морях появляется первый настоящий великан. Из темноты выплывает то, что похоже на гигантский рог. Длинная, прямая, заостренная раковина, а из ее широкого устья смотрят немигающие глаза и тянутся щупальца. Это ортоцерос, а самые крупные его родичи – камероцерос и эндоцерос – вырастали по оценкам ученых до 6 метров в длину. 6 метров – длиннее легкового автомобиля. И это был дальний родственник современных кальмаров и осьминогов, только закованный в твердый прямой конус. Он парил в толще воды, регулируя глубину, как подводная лодка, накачивая газ в камеры своей раковины. А когда мимо проплывала добыча, выстреливал вперед кольцом щупалец, обхватывал жертву и утаскивал ее к спрятанному в раковине клюву. Сопротивляться было почти невозможно. В Ордовикском океане у него не было врагов.
Он был вершиной пищевой цепи, первой настоящей империи хищников на планете. Рыбы в ту эпоху еще крошечные, беззубые и беззащитные. Они жались ко дну, пока над ними, в синей мгле, бесшумно скользили 6-метровые конусы смерти. Но даже у этой империи был свой конец. На исходе Ордовика планета вдруг резко остыла, моря отступили, и случилось первое из великих вымираний в истории Земли. Гигантские конусы исчезли почти все. Запомни это. Океан уже тогда показал, что умеет убивать всех своих хозяев разом. И это была только репетиция. А те маленькие жалкие рыбки, что прятались по дну, выжили. И через 100 миллионов лет именно их потомки станут хозяевами моря. И наводить ужас будут уже сами. Еще глубже, еще страшнее. Мы в силурийском и девонском периодах, около 400 миллионов лет назад. И теперь по дну охотятся существа, при виде которых что-то сжимается внутри на чистом инстинкте. Морские скорпионы, эвриптериды, бронированные членистоногие с веслообразными лапами, длинным членистым хвостом и парой клешней спереди. Большинство из них были размером с кошку или собаку, но один вид перешел всякие границы. Екилоптерус – самая крупная членистоногая за всю историю Земли. 2,5 метра. Только одна его передняя клешня была длиной почти в полметра, длиннее, чем рука взрослого человека целиком. Представь паукообразное существо ростом с человека, что скользит к тебе по дну в зеленоватом полумраке. Огромные фасеточные глаза ловят малейшее движение воды. Клешни медленно раскрываются. Это был один из главных хищников своей эпохи и абсолютный кошмар для всего, что меньше его. Эвриптериды царствовали в воде десятки миллионов лет. Они охотились на рыб, на трилобитов, друг на друга. Самые смелые из них, по следам на древних берегах, выползали даже на сушу, задолго до всех остальных. Их мир был миром брони, шипов и клешней. Но именно в эту эпоху незаметно в тени гигантских скорпионов набирало силу нечто новое. Те самые рыбы. Они отрастили челюсти, и они были очень голодны. Девонский период недаром называют веком рыб. За считанные миллионы лет рыбы превратились из робких мелких созданий в полновластных владык океана. Их называют плакодермы, панцирные рыбы. И самый страшный из них поднимается сейчас из глубины прямо на нас. Дунклеостеус – бронированная рыба-гигант. Современные исследования оценивают ее длину примерно в 4 метра, а вес почти в тонну. Передняя половина тела закована в толстые костяные пластины, словно в рыцарские доспехи. Эта броня защищала его от всего на свете, а вот его собственное оружие не щадило уже никого. У Дунклеостеуса не было зубов в привычном смысле. Вместо них 2 пары острых костяных лезвий, выраставших прямо из челюстей. И, как ножницы, при каждом укусе эти лезвия терлись друг от друга и сами себя затачивали. Живая, вечно острая гильотина, которая никогда не тупилась. Его укус был одним из самых мощных среди всех рыб своего времени, а пасть открывалась с такой чудовищной скоростью, что в нее буквально засасывало добычу вместе с потоком воды. Все это за 0,01 долю секунды. Жертва даже не успевала понять, что произошло. Дунклеостеус ел все – акул того времени, других панцирных рыб. Раковины аммонитов он просто перекусывал и, судя по находкам, нападал даже на своих сородичей. Ученые находят костяные пластины со следами укусов другого Дунклеостеуса. На вершине Девонского океана не было никого страшнее. Морские скорпионы, что еще недавно правили дном, теперь сами превратились в добычу. И все же век рыб закончился так же, как империя конусов до него. В конце Девона океан снова умер. Это было второе великое вымирание, и под воду опять ушли почти все. Дунклеостеус, царь своего мира, исчез вместе со всей своей бронированной родней. Океан забрал назад даже самых сильных, а впереди, в еще более темной воде, нас ждут самые странные хищники за всю историю моря. Спускаемся еще ниже. Каменноугольный период, около 330 миллионов лет назад. Панцирные рыбы вымерли. Их место заняли те, кто оказался быстрее, гибче и умнее.
Акулы. Это время недаром называют «золотым веком акул». Море заполнили десятки их видов, и почти все они выглядели так, что современная акула рядом с ними смотрелась бы скучно. Вот, например, стетокантус – небольшая акула меньше человека. Но на спине у самцов росло то, чего у рыб не должно быть в принципе – плоский вырост, похожий на наковальню или на перевернутую гладильную доску, усыпанный сверху мелкими зубчиками. Точно такие же зубчики покрывали и макушку его головы. Зачем? Ученые спорят до сих пор. То ли чтобы пугать врагов, то ли чтобы привлекать самок, то ли чтобы присасываться снизу к более крупным существам. А был и тот, при виде кого даже сегодня становится не по себе – Эдестус – акула-ножницы. У него зубы росли наружу из обеих челюстей двумя длинными изогнутыми рядами, как лезвие гигантского секатора. Закрывая пасть, он буквально разрезал добычу пополам этими костяными ножницами. Океан той эпохи был так богат жизнью, что мог позволить себе подобные эксперименты эволюции, один страшнее другого. Акулы карбона охотились повсюду – в открытой воде, у дна, среди затопленных лесов, что подступали к самым берегам. Хищники, наконец, стали по-настоящему быстрыми. Тихий, медленный океан великанов прошлого уступал место океану скорости и зубов. И все же самое странное существо этих вод нам еще только предстоит встретить. Оно жило на самой границе, там, где Золотой век подходил к концу, а до катастрофы оставалось совсем немного. Мы спустились уже очень глубоко, и во времени, и в воду. Конец каменноугольного и пермские периоды, около 290-250 миллионов лет назад. И здесь обитает существо, над загадкой которого ученые ломали головы целый век. Геликоприон. Акула с дисковой пилой. Долгое время от него находили только одно – спираль. Идеально закрученный круг из десятков острых зубов, похожий на циркулярную пилу или на раковину аммонита. Но это была не раковина. Это были зубы. И никто не мог понять, где они вообще располагались на животном. Сначала думали, что спираль торчала из носа как рог. Потом, что свисала с нижней челюсти наружу, словно цепь бензопилы. И только в 2013 году компьютерная томография хорошо сохранившегося черепа наконец дала ответ. Спираль из зубов целиком помещалась внутри нижней челюсти. Когда геликоприон закрывал пасть, зубное колесо проворачивалось назад и затягивало добычу внутрь, разрезая ее, как мясорубка с лезвиями. Идеальное оружие против мягкотелых кальмаров, которыми кишел тот океан. И что самое поразительное, геликоприон оказался даже не настоящей акулой, а дальним родственником современных химер, глубоководных рыб с крысиным хвостом. Самый странный хищник за всю историю моря не был, по сути, ни тем, ни другим. Он был сам по себе. Геликоприон дожил почти до конца пермского периода, а пермский период – это конец. Конец всему. Потому что мы спустились на самое дно нашей истории. И тут начинается настоящий ужас. 252 миллиона лет назад. Пермский океан полон жизни. Рифы, рыбы, кальмары, последние морские скорпионы. Это богатейшее, самое населенное море за всю предыдущую историю планеты. А потом в Сибири на другом конце света Земля раскалывается. Начинается извержение, какого Земля не видела ни до, ни после. Это не один вулкан, это целая страна огня. Лава заливает площадь размером с целый континент и горит сотни тысяч лет подряд без остановки. В воздух выбрасываются триллионы тонн углекислого газа и ядовитых веществ. Планета начинает нагреваться. И первым это чувствует океан. Теплая вода держит меньше кислорода, это знает любой аквариумист. И по мере того, как моря нагреваются, из них начинает уходить кислород. Сначала на глубине, потом все выше и выше. Рыбы поднимаются к самой поверхности, хватая воздух ртами. Существа, что десятки миллионов лет правили этими водами, начинают задыхаться в собственном доме. Им некуда бежать. Море везде одинаковое, и везде в нем все труднее дышать. Но удушье – это еще не самое страшное.
Самое страшное приходит, когда в дело вступают они, те, кто все это время терпеливо ждал своего часа на дне. Когда из воды уходит весь кислород, океан не становится пустым. Он переходит во власть других хозяев, древних бактерий, которым кислород не нужен вовсе. Им нужна сера. Эти бактерии расцветают в мертвой воде и выделяют газ – сероводород, тот самый запах тухлых яиц. Только теперь его не щепотка, а целые океаны. Вода окрашивается в болезненный зеленовато-фиолетовый цвет. Поверхность моря начинает медленно пузыриться ядом, и сероводород – это не просто вонь, это смертельный яд. Его становится так много, что он поднимается из воды в воздух и расползается над сушей, отравляя все, до чего дотянется. Даже тех, кто думал, что спрятался от катастрофы на берегу. Ученые находят следы этих бактерий в породах того времени по всему миру, от Китая до Африки. Океаны всей планеты превратились в одну гигантскую отравленную лужу. Это было Великое Пермское вымирание, самая страшная катастрофа в истории жизни. В море погибло до 96% всех видов. Не 9, не 19, 96. Трилобиты, что пережили сотни миллионов лет и две прошлые катастрофы, исчезли навсегда. Морские скорпионы исчезли. Геликоприон со своей пилой исчез. Целые ветви жизни оборвались за один геологический миг. Океан, по которому мы спускались, океан гигантских конусов, бронированных рыб и живых гильотин. Этот океан умер почти весь. Спуск окончен, мы на самом дне, и вокруг тишина. Полная мертвая тишина. Но жизнь не сдалась. Кое-кто выжил. Горстка маленьких, упрямых, незаметных существ выползла из отравленной воды на сушу. И именно их потомки построят следующий мир. Мир, в котором однажды появятся динозавры. А потом, еще много позже, и мы с тобой. Но это уже совсем другая история. История о том, что было после того, как океан умер, и кто унаследовал опустевшую планету. Ждет тебя в следующих фильмах канала. Поэтому подпишись и нажми колокольчик прямо сейчас, чтобы не пропустить, как из горстки выживших родился целый новый мир. Мы возвращаемся из забытых эпох снова и снова. И впереди еще страшнее. Это были забытые эпохи. Спасибо, что был с нами на самом дне времени.